Будем потихонечку начинать с вами. Давайте я сначала... Так, девочки, послушайте, да? Я сначала в 2 словах расскажу о себе. Вы пока качайтесь, качайтесь. Меня зовут Виктория. Я переехала в Краснодарский край из Санкт-Петербурга. 15 лет занимаюсь оздоровительной гимнастикой. Моя основная задача – помочь людям восстановить свой организм, помочь с позвоночником, суставами, поддерживать себя в тонусе. Я сама мама 3 детей, поэтому для меня это всегда было очень-очень актуально, и все свои навыки через свой опыт пропускаю, я передаю другим. 4 года назад я познакомилась с сибирским бордом. Сначала я его купила для своих детей, а потом заметила, что мой наработанный опыт и упражнения чудесным образом ложатся на этот борд и делают тренировки действительно более продуктивными. И работая с группой, и работая индивидуально, сибирский борд, он действительно несет огромный эффект. То есть те положения, которые мы можем делать лежа на коврике, или стоя, или в какой-то другой позе, выполняя с бордом, мы входим более глубоко. Этот сибирский борд позволяет расслабиться, позволяет гармонизировать нам нашу нервную систему, улучшить работу головного мозга. И как вы сейчас увидите, сибирский борд здорово использовать вообще во всех направлениях фитнеса, как это ни странно звучит. На самом деле изначально сибирский борд использовали как нейротренажер. Придумал его Вальдорф в 19 веке и использовал для того, чтобы дети быстрее развивались и хорошо включался головной мозг у тех деток, которые имеют особенности в своем развитии. Так вот, на сегодняшний момент с сибирским бордом очень активно работают логопеды, дефектологи, педагоги и вот такого рода специалисты. Использование сибирского борда в фитнесе и для здоровья, наверное, я не знаю больше людей, которые бы в нашей стране являлись вот таким первооткрывателем, экспериментатором. Я напрямую сотрудничаю с производителем, и нам вместе сотрудничать очень интересно. Итак, сегодня я вам покажу возможности на сибирском борде в разных видах тренировок. В том числе покажу вам элементы нейрогимнастики, покажу элементы еще и детского фитнеса, но это будет в конце. Как вы видите, я подготовила еще некоторое дополнительное оборудование, которое тоже нам в этом поможет. Итак, кому борда не хватило, девочки, мы про вас помним, мы вас видим, просто периодически будем меняться, договорились? Итак, поставьте, пожалуйста, стопы параллельно друг другу. Раскройте грудную клетку, потянитесь за макушкой вверх. Постарайтесь перекатываться до конца, как будто вы стопу хотите опустить полностью на пол. Колени здесь должны быть мягкими, перекаты плавными. Можно попробовать прикрыть глаза. Если вы стоите уверенно на доске, понаблюдайте за своим дыханием. Свое внимание сейчас опустите в стопы, в колени, бедра, таз, грудную клетку, плечи. Почувствуйте кисти рук. Почувствуйте позвоночник. Позвоночник в поясничном отделе, грудном, шейном, макушке головы. Расслабьте мышцы лица. Мягко откройте глаза. Продолжайте перекатываться. И теперь через стороны поднимите медленно руки вверх, делайте глубокий вдох. Мышцы живота подтянуты, через промежность подтянута. С выдохом медленно опускаем руки вниз. Продолжаем выполнять это упражнение. Через стороны поднимаем руки вверх, ладошки смотрят в небо. С выдохом руки опускаем, ладони смотрят в землю. Давайте мы с вами будем делать небольшую задержку в верхней точке после полного вдоха. Буквально 2 переката, и потом руки будем опускать вниз. Выполняйте все то же самое и представляйте, что ваши руки удлиняются. Ваше тело стремится к небу. Почувствуйте плечи, почувствуйте лопатки, почувствуйте мышцы спины. Слушайте свое дыхание. Выполним это упражнение еще 1 раз. И перейдем к следующему. Вытяните руки перед собой, ладони направьте в пол.
Затем разверните ладошки вверх, раскройте грудную клетку, сведите плотно лопатки, поднимите грудную клетку вверх, проверьте, чтобы мышцы живота были подтянутыми. Затем ладошки опустите вниз, разверните назад, затем в небо, опустите плечи вниз и проведите руки медленно вперед. Подержите немножко это положение. И снова руки раскрываем, выполняем глубокий вдох. Разворачиваем руки, делаем выдох. Я сейчас не делаю акцент, как дышать, выдыхать через нос или через рот. Дышите, как вам удобнее. Важно сейчас, чтобы у вас и вдох, и выдох по длительности были одинаковыми, чтобы вы чувствовали свое тело и настроились на внутреннюю его работу. Достаточно. Опустите руки вниз. Развернитесь на доске, поставьте правую стопу назад, левую вперед и выполняйте перекаты. Следите за тем, чтобы мышцы живота были подтянутыми, ягодицы подтянуты, мы стремимся вверх, грудная клетка раскрыта, сведите лопатки. Представьте, что ваши руки сейчас это крылья. Поднимаем медленно руки вверх, перекатываемся вперед. И раскрываем грудную клетку, зафиксируйте это положение. Постойте немножко, руки прямые. Попробуйте втянуть коленочки, сделать ноги длинными, красивыми. Молодцы, перекатываемся назад. И теперь обнимите себя, разведите лопатки. Подтяните мышцы живота и подкрутите таз вперед. При этом старайтесь не выполнять наклон, а балансировать вот в этой точке. Хорошо, разворачиваемся на другую сторону. Сначала покачайтесь. Вспоминаем первое положение рук. Плечи опущены вниз, лопатки сведены. Кисти тянутся друг к другу. Грудная клетка раскрыта. Мышцы живота подтянуты, за макушкой тянемся вверх. И теперь поднимите через стороны руки в небо. Перекатитесь вперед, зафиксируйте положение. Ноги прямые. Грудная клетка поднимается вверх, становится широкой-широкой. Руки длинные, тянутся до неба. Почувствуйте центр живота. Нога, которая осталась у вас сзади, тоже прямая. И перекатываемся на левую ногу. Медленно опускаем руки вниз. Обнимаем себя. Подтягиваем мышцы живота, подкручиваем таз. Старайтесь не заваливаться вперед и вытянуть поясничку. Вам нужно таз подкрутить, как будто сзади стена, и вы хотите поясницей до стены достать. Угу. Опускаем руки вниз, разворачиваемся вперед. Ноги поставьте пошире. Ноги поставьте пошире, пальцы разверните чуть в стороны, пятки смотрят внутрь. Ладошки положите на бедра, и мы с вами сейчас делаем круговые движения тазом. Присаживаемся во время переката, поднимаемся. Присаживаемся, поднимаемся. Мы сейчас с вами работаем в медленном темпе для того, чтобы вы прочувствовали свое тело, для того, чтобы вы привыкли к этому балансиру. Буквально через несколько тренировок уже все чувствуют себя на нем уверенно, и можно темп прибавлять. То есть можно выполнять и динамическую тренировку, как вы понимаете. Да? Попробуем в другую сторону выполнять круговые движения. Постепенно присаживайтесь все ниже. Здесь вы можете почувствовать свое тело и садиться настолько глубоко, насколько вы сейчас готовы. Держите баланс. Лопатки сведены. Девочки подготовлены. Ну-ка, давайте-ка ниже опускайтесь.
Ну-ка, как бедра работают? Скажите мне. Здорово? Угу. Мне тоже нравится. Да, икроножные ягодицы. Отличненько. Молодцы. Встаньте, пожалуйста, на край борда. Поставьте стопы на ширину ладошки. Дотянитесь до противоположного края. Угу. Вытяните спину. Опустите вниз голову и теперь попробуйте выполнять медленные перекаты. Девочки, я в вас верю. Здесь самое главное положить основание ладошек на край. Основание. У вас получится. Держите только голову опущенной вниз. Уважаемые тренеры, скажите, почему это так важно? Чтобы... Да, макушка, продолжение линии позвоночника должна быть. Ну как, здорово, скажите. Буквально несколько повторений, 2-3 тренировки и все. И потом, после этого, нет, не колесо, но, допустим, смотрите, здесь можно очень приятное упражнение делать. Оно действительно очень приятное. Хорошо работать в растяжечке здесь. Это делать несложно. Всего лишь нужно привыкнуть. У меня это упражнение делают даже 70-летние женщины. Делают дети, делают подростки. У меня на занятии в студии одновременно присутствуют абсолютно разные категории. Тут же подростки, тут же средний возраст, и тут же 70-68 лет женщины. И все чувствуют себя прекрасно. Здорово, правда? Страшно? Ну, зато сколько позитивных эмоций. Ну что, так как времени у нас немного, давайте едем дальше. Поменяйтесь, пожалуйста, с девочками, кто еще не стоял на борде. Да, встаньте, пожалуйста, поменяйтесь, пожалуйста, чтобы тоже попробовали. Я сейчас дам несколько... Так как у вас уже тренировка была и ваше тело разогрето, я уже буду давать, значит, такие упражнения, которые вы сейчас можете сделать. Так, кто не стоял на борде, давайте, девочки. Может быть, вы тоже попробуете с нами? Не имеет значения, просто хотя бы встаньте на балансир. Да, вставайте, это ничего страшного. Был один очень интересный момент, ко мне пришла женщина на индивидуальное занятие, приходит и говорит: Вика, а я забыла форму, она в платье в таком. Я говорю: вставай. Скажите вот, пожалуйста, выполняя вот это упражнение, железо можно в руки взять? Как вы думаете, можно? Можно. А когда мы перекаты с вами делаем, утяжелители на ноги одеть можно? Здорово же. Потрясающе. Ну как вам ощущения? Ну, можете пока покататься. Давайте мы с вами поедем дальше. Я надеюсь, что в этом клубе будут сибирские борды, вы еще поэкспериментируете не раз. Итак, каким образом сибирский борд может еще помочь укрепить нам мышцы спины, вытянуть позвоночник, почувствовать его хорошо? Давайте попробуем. Поставьте, пожалуйста, сибирский борд вот таким образом. Сначала выполните присед, вытяните спиночку, прогнитесь хорошо, держите вес тела на стопах, распределите вес тела равномерно. Угу. Опускайте таз чуть ниже. Присаживайтесь, присаживайтесь. Должно быть такое ощущение, что ваш живот хочет лечь на бедра. И теперь мы с вами подкручиваем таз и выныриваем вверх.
Стремимся вверх, больше поясницы. Вес тела на руки, на борт не переносите. Он нам только сейчас помогает. Поехали вниз. Прогнулись, вдох. И вверх, выдох. Прогнулись, вдох. Присели. И вверх, выдох. Ягодицы зажаты, поднимайте себя, пожалуйста, от копчика, крестца, поясницы и вверх. Вот такое хорошее упражнение. Здесь же можно сделать круговые вращения. Обратите внимание, как здорово в этом упражнении работает позвоночник, включаются все группы мышц, насколько это приятно для тела. Причем сибирскими бордами можно заниматься не только как на отдельной тренировке, а можно сюда прийти после силовой. Вы позанимались в тренажерном зале, а потом пошли на сибирские борды. И ваше тело, оно сгармонизируется, еще дополнительно растянется и придет приток энергии. Итак, поехали дальше. Девочки, смотрю, вы все такие подготовленные, растянуты. Давайте попробуем с вами сделать еще вот такую штуку. Вот, да. Отсюда, пожалуйста. Можно это упражнение, как и все другие, делать и в статике, и в динамике. Допустим, встали, постояли, глубоко подышали, да? Вот вам статика. Ну, визуальная статика, внутри, конечно же, тело работает. Красота же, красота. Скажите мне, пожалуйста, а здесь, если вы хотите углубить, и вы чувствуете, что люди подготовлены, а добавить приседы можно? Скажите, можно, правда? Можно. А сделать динамику? На одну ножку, например, постояли руками, взмахнули, как птица, поменяли. Можно? Можно. А вот такое упражнение сделать, как здорово, правда? Попробуйте. И опять же, как можно в статике удерживать это положение? Также можно попробовать сделать как танец, да, динамично. Вытянули ножку, подтянули груди. Я сейчас буду разные упражнения вам давать. Выполняйте все в силу своей подготовки и состояния, чтобы вам всем хорошо было. Обязательно другую ножку. Много хочется вам показать, но, к сожалению, время у нас ограничено. Можно зафиксировать положение, вытянуться. Только держите опорную ножку прямой. Окей. Ну что, пробуем, едем дальше. Можно поставить сибирский борд. Растяжки же ведь все любят, правда? Показываю вам несколько вариантов. Конечно, я вам... Это только начальный, да, такой уровень, прям база-база. Ставим одну ножку на сибирский борд. Как вам сейчас упражнение показать? Попроще или посложнее сразу? Посложнее, окей. Смотрите, одной ножкой вы упираетесь в пол, руки поднимаете вверх. Раз посложнее, сами напросились. Пошли выполнять круговые вращения. Ну, вы сами попросили посложнее. Мне не жалко. И в другую сторону. А нога у вас прямая, та, которая сзади стоит. А кто, девочки, еще танцами занимается? Пожалуйста. Добавляйте разные элементы. Экспериментируйте. А теперь смотрите, девочки. Пожалуйста, вот вам тоже растяжечка дополнительно. Можно сделать скручивание. Пожалуйста, если вам надо делать это упражнение в динамике, а утяжелители на руки можно одеть? Можно. А если блин в руки взять? Можно? Можно.
Давайте, мои хорошие, попробуйте. Пробуйте вот это упражнение. Оно тоже безумно хорошее и приятное. Можно постоять, подержаться. Обязательно потом на другую ножку также нужно будет сделать. А? Что делать? Смотри, одну руку убираем мы за спину и ныряем к одной ножке. Привстали, руки поменяли. К другой ладошка смотрит вверх. Руку выпрямляйте, пожалуйста. Угу. Это же упражнение на растяжку можно выполнять и в балансе. Ну, вы поняли, да, что здесь, конечно, и на одну ногу, и на другую тоже нужно сделать. Но чтобы не тратить время, мы с вами идем дальше. Можно поставить ноги по краям борда. И теперь попробуйте сделать такие же наклоны вместе с балансом. Наклонились вниз, перекатились. Раз. И два. А ноги должны быть, девочки, прямые. Сколько групп мышц здесь включено? Все тело изнутри работает, согласитесь? Как ваши ощущения, скажите? Страшно. Первый раз всегда страшно. Итак, давайте мы с вами поедем дальше, да? Давайте еще разочек бордик перевернем. Сядем на него. Стопами упираемся в коврик. Сейчас покажу тоже упражнения и в динамике, и в статике. Как вы уже заметили, все можно упрощать и усложнять. И под разный темп можно адаптировать, правда? Вытяните руки. Пилатес все знают, да? Вот, пожалуйста, подкрутили таз. Пошли делать скручивание, раскручивание. Можно добавить подъем рук вверх. А еще мне нравится здесь работать ягодицами, если вы сядете на центр и попробуйте выполнить вот такое упражнение. Вы сразу почувствуете свою спину, с поясницы сразу же будет сниматься все напряжение. Ягодички будут приятно похрустывать внутри. У кого есть чувствительный седалищный нерв? Это упражнение можно делать и с беременными. Опускаем через стороны руки вниз и едем дальше. Давайте я вам сейчас так сделаем. Покажу упражнение для расслабления. А вы пока лежите, головушки повернете на меня. И я вам покажу еще одно упражнение. Но вот следующее упражнение я попрошу делать только тех, кто подготовленный. Итак, руками. Если вы чувствуете, что тяжело, пожалуйста, не делайте. Вот идет, руки прямые. Это одно из моих любимых упражнений. Укрепляются, как вы поняли, не только мышцы пресса, можно спуститься вниз, да? Но здорово работает позвоночник. Да, молодец. Отлично. Можно повисеть в этом положении. Единственное, здесь в зале толстые коврики. Поэтому в этом положении, в этом упражнении, когда вы выполняешь, борт немножко балансирует, да? Если
Но не принципиально важно, просто вот именно для этого упражнения, если делать жесткую поверхность, то я чувствую уже плотную опору. У меня в зале, я всегда работала, если честно, с тонкими ковриками, но можно просто борт ставить на пол, да и все. И вот пошли. Если у кого-то обладает хорошей растяжечкой, попробуйте, я думаю, вам понравится. Голова рядом с полом, но она может даже ложиться немножко на пол, но важно, чтобы не вот так и не вот так вот, да? Чтобы не передавить шейные позвонки. Она слегка касается пола фактически, я спиной работаю. Ну как вам? Скажите, здорово, правда? Вот красотки, молодцы. У вас здорово получается. Я всегда при выполнении упражнений вот таких испытываю сама огроменное удовольствие. Ну что, давайте попробуем мы с вами теперь несколько упражнений адаптировать под другой вид тренировки. Скажите, пожалуйста, кто занимается силовым тренингом? Нет? Все занимаетесь? Да, супер. Теперь тогда я вас попрошу одеть носочки. Причем, давайте, знаете как, давайте один носок пока оденем, один. На любую ногу оденьте. Вы сейчас поймете, о чем я. И борт лучше поставить на пол. Покажу вам в нескольких вариациях упражненицы. Упражнения покажу на укрепление мышц бедер внутренних, внешних, ягодиц. Итак, смотрите. Присаживаемся. И вот такое упражнение выполняем. Раз. Попу не поднимаем и подтягиваем ножку. Два. Пальцы на себя, то есть стопы, которые вы катаете. Носок нам создает трение. Она хорошо сразу скользит. Для этого вас носки и попросила одеть. Ну как вам? Хорошо? Естественно, можно это делать в темпе и поочередно на одну ножку и на другую. Единственное, видите, когда одеваешь два носка одновременно, та стопа, которая на борде стоит, она может скользить. Поэтому что я использую? Либо носки, вот у меня в студии есть еще пледики небольшие. Я их под голову подкладываю, под ноги, стираю постоянно. И тогда можно класть плед. Его удобно под одну стопу положить, потом под другую. И на другую ножку также. Пробуйте. Соответственно, чем ниже вы сидите, тем это упражнение более эффективное. Попробуйте таз не поднимать. Вот он стоит вот здесь. И держать. Ух! Теперь давайте попробуем развернуться и выполнить то же самое на другую сторону. Смотрите, раз, мы сидим, два, и до пола тянемся. Опять развернули пальцы на себя, раз. И попробовать. Пробуйте? Да. Давайте попробуем. Да, смотрите, вот когда назад скользим, вот, пальчики под себя, пальчиками скользим, носочек. Да. Смотрите, это длина, ну, скажем так, универсальная. Есть еще борт Макси. Он еще больше, и он сделан для мужчин, которые там 180 и выше. Если девушка высокая, то тогда можно и тоже взять Макси. Ну, у меня в студии таких нету, просто потому что у меня нету таких людей, которым это было бы очень актуально. Объясню. Вес борда
считается 150 килограмм, проверено. Муж мой 100, без проблем, все позы делает. Но проводили эксперименты, что выдерживает 200 спокойно. Но опять же заявлено на всякий случай, что 150. Итак, а скажите мне, пожалуйста, вот в этом положении, когда мы держим баланс, сколько можно давать еще дополнительных упражнений, например, с суставной гимнастикой? Ну, понятное дело, что разогрев можно выполнять и там, и сверху борда, и там круговые все вращения руками, я это упускаю. Но в плане ног просто попробуйте. Вот, допустим, положить руки на пояс и отсюда повыполнять круговые вращения ногой, допустим. И можно на ногу одеть утяжелитель. А в руки можно взять блин, правда? Можно? Можно. То есть вариантов усложнения огромное-огромное количество. Да, я конкретно обозначаю, что вот сегодня мы делаем так, сегодня так, завтра так. Я всегда экспериментирую, и у меня разносторонний подход. Я всем, кто приходит ко мне в студию, я говорю, что самое лучшее, когда вы пробуете и выполняете разные виды тренировок, чтобы тело ваше еще лучше включилось, не только там на силовую, да, а и растяжку, и суставную, и то, и то. Сейчас я вам еще нейрогимнастику покажу, которую я и взрослым даю, и взрослым нравится. И, ну вот то же самое, да, можно, пожалуйста, и вот такие упражнения выполнять, стоя на борде, ну, ногой, да, по-разному экспериментировать. Можно ту же самую ласточку здесь делать. Пожалуйста. Так, что я вам здесь еще хотела показать? Давайте мы с вами сейчас бордик перевернем. Лучше носки снять. Почему? Потому что, когда мы качаемся внутри борда, нам важно создать хорошее сцепление. Сейчас я вам раздам мячики. Мы будем работать сейчас с мячами. Вставайте на борд, раскачивайтесь и мячик ударяйте об пол и ловите другой ногой. Другой рукой, простите. Так. Рукой, конечно, рукой. Это я уже подумала просто немножко вперед, девочки. А что это у нас борт свободный? Давайте кто-нибудь, вставайте, пробуйте. Так. Угу. Здесь же можно добавить дыхательные техники. Как я это делаю? Смотрите, я ударяю, выдох, поднимаю, мяч ловлю, поднимаю вверх, делаю вдох, потянулась. Выдох, вдох, попробуйте. Выдох, вдох. Замечательное упражнение, оно очень интересное. Угу. Рядышком с вами не лежат вот такие мешочки. Теперь попробуйте мяч взять в одну руку, мешочек в другую. Вы продолжаете кататься. Вы ударяете мячиком вниз, ловите его, потом подкидываете мешок. Мяч, мешок. Соответственно, мяч вниз поймали, мешок подкинули вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Смотри, вот я перекатилась вниз, вверх. Получается, пока я перекатываюсь на одну сторону, я должна мячик подкинуть, пока перекатываюсь, забрать. Потом опять. Два. Смотри, раз, два. Раз. Ага. Раз, два. Раз. Потом мы будем делать, смотри, потом мы будем делать одновременно. Это уже более сложное задание. Я как раз-таки хотела предложить сделать так. Только сразу в одну точку времени. Раз, 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 раз.
Да. Так, а мешочек дала вам? Да. Ага. Одновременно, смотри, можно я покажу? Да. Сейчас. Потом в другую сторону также. Вот, вот, смотрите. Сначала можно стоя и попривыкнуть. Раз, и. Раз, и. Раз, и. Раз, и. Сначала не перекатывайтесь, а потом перекатывайтесь. Сначала зафиксируйте это положение. Сделайте так, чтобы тело осознало это упражнение, привыкло к нему. А как вы думаете, в детской группе здорово? Вообще шикарно. Кто мячик потерял? Вот. Ну, раз уж пошел такой вопрос, да, что можно сделать, если в детской группе мы работаем. Но опять же скажу вам, что вот это все интересно и взрослым делать, и детям делать. Итак, смотри, что можно делать. Сначала мы встаем, вот два борда напротив друг друга. Два борда напротив друг друга. Делимся по парам. И сначала кидаем мячик. Можете попробовать тоже. Раз, ловим, только одной рукой. Здесь же можно считать, рассказывать стихи, все что угодно. Музыка, может быть, какая-то динамичная играет, под музыку это делаем. Потом можно делать крест-накрест, например. Смотрите, я правой рукой кидаю, ты правой ловишь, поняла, да? Наискосок. И потом пробуем еще качаться к этому всему. Раз и два, и раз и два, и раз и два. Хоп. И на другую руку также. Также очень у многих, естественно, есть моменты такие, и молодежи, и для взрослых, связанные с осанкой. Да, мячики я сейчас у вас заберу, возьмите, попробуйте мешок, положите на свою голову и попробуйте перекатываться туда-сюда, не роняя мешочка. Положить мешочек на голову и перекатываться, не роняя его, тянуться макушкой вверх. Угу. С мячиком тоже там очень много разных вариантов и комбинаций. Ага. Ну как вам, здорово, правда? Потом можно же поставить ноги пошире. Можно здесь, удерживая свою голову, добавить различные элементы. Можно добавить какие-то танцевальные движения. Можно поработать плечами. Все зависит от вашего настроения, от вашей цели, от аудитории, от настроения людей, которые к вам пришли. Экспериментируйте. Что еще для деток можно показать? Ну, я сейчас говорю про детей, потому что они особенно это любят. Часто сибирские борды на детских тренировках используют в круговых различных элементах. То есть делают различные препятствия, да? И сибирский борд тоже добавляют. Попробуйте сейчас борд перевернуть и попробовать под него пролезть. Кажется, ой, да что такого? Но я вам скажу, это безумно интересно, особенно если это сделать правильно. Попробуйте поставить руки внутрь и занырнуть. Ух. И когда вы занырнули, позвонок за позвонком, попробуйте тазом оттуда вылезти. Это упражнение не только для детей, это упражнение для взрослых. Вот вы занырнули, спина поработала, да, кошка, раз, а внутри уже выползай, бедрами работай. Бедрами работай. Тын-тырын. Давай, пролезешь.
Но видите, в чем дело? Вот, допустим, я за последний месяц скинула 5 килограмм. Сейчас я могу его не задеть, но еще месяц назад моя попа его касалась. Ну, вы поняли, о чем я, да? Я вам просто про себя лично рассказала. Вот такая многофункциональная штука. Я вам предлагаю сейчас опробовать еще одну потрясающую вещь внутри этого борда. Обычно я так завершаю тренировки свои. Ложитесь внутрь, и мы сейчас с вами, пока вы лежите, пообщаемся. Прямо лежа в борде. Поднимите ножки вверх. И полежите в таком положении. Можно добавить легкие покачивания, если вам хочется. Как ваши ощущения? Можно просто ножки статично потянуть на себя, расслабиться. И спинки хорошо, правда? Тут же давайте в этом же положении сменим положение ног. Правую стопу положите на левое бедро ближе к коленке. Руки можно засунуть внутрь через бублик, можно сверху, у кого хорошая растяжка, и потяните левую ногу к груди. Приятненько же. Здесь можно прикрыть глаза, расслабиться. Девочки, кто-нибудь хочет попробовать? Конечно, можно. Нужно? Нужно. Потом поменяйте ножки. Сибирский борд на сайте производителя он стоит 3600 рублей. По моему промокоду он стоит, ну просто вы вводите слово, название моей студии не йога, там идет скидка, по-моему, 200, что ли, 200 с лишним рублей получается, он 3400. Если закупать на студию большим количеством, то я напрямую, вы в любом случае покупаете через сайт, я вам даю контакты менеджера, который занимается оптовыми закупками, вам открывают оптовый прайс, и он получается в районе 3000 для вас по оптовому прайсу. Что, смотрите, я вам могу, вот сейчас мы закончим, да, я вам оставлю свои контакты, и вы запишите, я вам скажу, мы определимся, куда мне записать все данные, я вам скину сайт производителя и название своего промокода. И вы можете для себя, пожалуйста, закажите. Там на сайте, просто когда будете оформлять, там есть такая графа «Ввести промокод». Смотрите, да, по поводу обучения. Я сама занимаюсь таким обучением. Во-первых, после обучения я даю сертификат со своей подписью, как и тренера-эксперта, плюс как ставлю печать своей студии, запатентованной студии не йога, плюс ставится печать производителя Сибборд. С этим сертификатом вы уже можете полноценно работать. Сейчас давайте мы завершим вот это, и я вам расскажу организационные такие моменты, хорошо? Отвечу на вопросы. Девочки, скажите, пожалуйста, вам понравилось работать в Сибборд? Есть ли какие-то у вас вопросы по упражнениям? Конечно. Так, еще раз. Ага, значит, смотрите, здесь все зависит от ваших возможностей физической подготовки, потому что, допустим, пришли люди, у которых плохая координация, им сложно удержать спину, у них тянет бедра, у них не очень хорошая растяжка. И, кстати, не очень хорошая растяжка почему-то у нашей современной именно молодежи, подростков, чему я очень удивлена.
И поэтому здесь можно выполнять с полусогнутыми ногами упражнения и выполнять для начала по маленькой амплитуде, а потом постепенно ее увеличивать. И когда вы чувствуете, что уже готовы, уже, пожалуйста, можно доходить до того, что руки кладутся уже на пол, борт опускается, где стопы тоже на коврик. И потом уже прибавлять элементы. Выпрямляются ноги, поднимать одну ногу, другую. Там много комбинаций. Можно и вот так вот ноги положить и выполнять эти перекаты. В общем, можно поочередно ноги менять. Это можно экспериментировать по-разному. Так, по упражнениям есть еще вопросы? Нету вопросов по упражнениям. Хорошо. Давайте тогда я расскажу вам, да, по поводу обучения. По поводу обучения. Давайте мы, может быть, поближе тогда как-то скооперируемся, чтобы мне не кричать. Да? Поближе подойдите, пожалуйста. Кому интересно.